Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». И сегодня мы отправляемся из Бангкока в старый город Аютаю, одну из древних столиц Таиланда. В Аютаю мы приехали на 2 ночи. Добирались на обычной электричке из Бангкока всего за 15 бат с человека. Про эту поездку у меня есть отдельное короткое видео, которое можно посмотреть по ссылке в описании. Центр старого города в Аютае, где находятся почти все основные храмы, расположен на острове. Чтобы добраться туда от железнодорожного вокзала, можно пройти немного пешком и перебраться через речку на лодке, а можно взять такси или тук-тук. Тук-туки хоть и выглядят тут очень экзотично и стоят недорого, но все равно примерно в 2 раза дороже, чем такси через приложение Grab. Наш отель находится немного на отшибе, за пределами острова, поэтому едем на такси. Отельчик нам понравился своим расположением. Всего-то надо перейти через мост, и вы уже у храмов, но при этом стоит дешевле тех, что расположены в непосредственной близости от достопримечательностей. А вечером хозяин при желании бесплатно может отвезти на ночной рынок в центр. Отель называется Пандин Бутик Гестхаус. Стоит 850 бат за ночь, с неплохим завтраком. Все очень чисто, даже есть пара стриминговых сервисов на телевизоре, если вдруг надоест гулять. Но самая главная достопримечательность тут – это небольшой, но впечатляющий аквариум хозяина. Как дайверы, мы, конечно, не могли пройти мимо и попросили разрешения посмотреть поближе. И, естественно, я совершенно забыла снять домик изнутри. Вот такой фиговый из меня блогер. В отеле также можно бесплатно взять велосипеды и воду на каждый выезд, поэтому я горячо его рекомендую. Расстояния не очень большие, но, если честно, долго кататься на велосипедах некомфортно. Обочины особо нет, трафик присутствует. Часто приходится слезать, чтобы перейти через дорогу. В Аютае, кстати, снимали пару сцен из фильма «Смертельная битва» 1995 года. Для тех, кто смотрел в глубоком детстве, давайте освежим память, а потом попытаемся найти все локации. А вот и первое место. Храм называется Ват Ratchabурана. Вход в храмы в Аютае платный, 50 бат с человека. Можно купить комплексный билет на целый день за 220 бат. Но мы решили не гнаться за количеством, тем более после 3-4 храма все они сливаются в один. Поэтому для себя я не видела особого смысла этот билет покупать. Ват Ratchabурана – это единственный храм, где можно зайти в так называемый пранг. Пранг – это вот этот высокий храм в виде башни. Пока вы наслаждаетесь видами, немного расскажу об истории Аютаи. Эта история начинается в 1350 году, когда король перенес сюда резиденцию из другой древней столицы Сухатай. Аютая была столицей Сиама в течение 400 лет. В период расцвета тут было более 1500 храмов и постоянно проживало более 1 миллиона человек. Но в 1767 году на город напали соседи-бирманцы, и он был разграблен и полностью уничтожен. В дальнейшем столицу на прежнем месте восстанавливать не стали, а опять перенесли в город Тонбури, а оттуда уже в 1782 году в Бангкок. На территории храма очень много обезглавленных статуй Будды, которые напоминают нам о бирманском вторжении.
Переезжаем к следующей достопримечательности, которую, кстати, можно посмотреть бесплатно. Огромная статуя лежащего Будды – это все, что осталось от храма. Размеры впечатляют, даже сложно найти лучший ракурс для фотографии. Прямо в 2 шагах от лежащего Будды можно перекусить тайской едой и освежиться пивом. Цены адекватные, особенно после заряженных цен на Каосан Роуд. Дальше у нас по плану, наверное, самый популярный и людный храм в Аютае – Wat Махактхат. Визитная карточка храма и самое инстаграмное место во всей Аютае – голова Будды в корнях дерева. Народу очень много автобусов с туристическими группами, даже пришлось постоять в очередь за билетами. А вот и знаменитая голова Будды. По легенде, бирманцы закапывали отсеченные головы Будды, и эту голову со временем подняли растущие корни. Слишком близко подходить нельзя, и чтобы сфотографироваться, надо обязательно сесть, чтобы не быть выше головы Будды. Ждем своей очереди, и вот она, заветная фоточка для запрещенной социальной сети. Убегаем от толпы и идем гулять дальше. Повсюду обезглавленные статуи Будды, ступы и чедди. Если отключиться от людей и сосредоточиться на многочисленных интересных деталях, можно представить себе былое великолепие этого места. Если вы любите старинные развалины, то стоит не торопясь полазить и насладиться атмосферой. Аютая, конечно, впечатляет не так сильно, как Ангкор-Ват в Камбодже или Баган в Мьянме, но все равно достойна внимания и неторопливого посещения. А чтобы все храмы не превращались в одно размытое пятно, лучше делать перерывы и, например, сбегать в 7-Eleven за пивом. Так как мы немного устали от людей в основных храмах, дальше мы решили побродить по окрестностям нашего отеля и посетить еще одну, не самую популярную достопримечательность. Вот так всегда. Если немного отойти от нахоженных туристических троп, можно окунуться в спокойную атмосферу повседневной жизни и впечатлений получить, возможно, ничуть не меньше, чем у главных достопримечательностей. Мне, например, очень понравилось такое решение для украшения простого бетонного забора. Надо взять на заметку. А вот и наша цель. Еще одно очень инстаграмное место, но уже почти без людей. Место очень приятное, вокруг поля и уже совсем деревенская жизнь с курами, утятками и котятками. Дальше мы отправляемся в самое популярное место для встречи заката, название которого я подпишу, чтобы не коверкать. Этот храм находится на левом берегу реки Чао-Прая, за пределами центрального острова. Сюда мы попали в пятницу и были удивлены огромным количеством тайцев в национальных костюмах, устраивающих настоящие фотосессии. Костюмы можно арендовать прямо тут же. Вокруг храма мы увидели много магазинов, которые явно на этом специализируются. И, кстати, этот храм – еще одно место из Mortal Kombat.
Только вместо монахов разноцветная толпа тайцев. Кто-то фотографируется на телефон, кто-то в полном макияже со светом и профессиональным фотографом. Кто-то поет и записывает тиктоки. Вечером, когда садится солнце, все храмы начинают очень красиво и ненавязчиво подсвечивать. После захода солнца самое время отправляться на ужин. Мы решили не заморачиваться с выбором кафе и отправились на ночной рынок. Ночной рынок в Аютае работает каждый день, но в выходные он открывается прямо у одного из храмов. Кто любит тайские ночные рынки, ставьте лайк, здесь вам точно понравится. У нас на Котау ночного рынка нет, и подобные развлечения нам еще не приелись, поэтому мы бродили тут с удовольствием, несмотря на много лет, проведенных в Таиланде. А еще тут тоже играет традиционная музыка и многие продавцы в национальных костюмах. Получается еще одна финальная достопримечательность, где можно просто ходить и глазеть, наслаждаясь атмосферой. Рынок ориентирован в основном на еду, но и несколько прилавков с сувенирами тут тоже есть. Набрав еды, неторопливо двигаемся в сторону отеля. Все показанное у нас случилось не в один день. В Аютае мы останавливались на 2 ночи, и мне показалось это оптимальным временем для посещения. Можно не бежать галопом по храмам, а спокойно погулять, особенно принимая во внимание дневную жару. Мы не стали упарываться и бежать во все храмы, а выбрали самые для себя интересные. Еще мы сознательно не стали брать прогулку на лодке по реке вокруг центрального острова, что тут очень популярно, так как накатались на лодочках по работе. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео поможет кому-то разнообразить свой отдых в Таиланде. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если было интересно. А если не интересно, все равно подписывайтесь, вам не жалко, а мне приятно.